you go crazy. Друзья, всех приветствую! Сегодня в этом обзоре мы с вами рассмотрим сразу 4 новых аудиофильских кабеля для полноразмерных наушников от компании Head Cable. И, конечно же, как всегда, подробно разберем самое главное, как они влияют на звук и есть ли между ними вообще какая-то реальная разница. И смотрите, друзья, все 4 кабеля здесь используют стандартные коннекторы 3,5 мм для подключения к наушникам и балансный штекер на 4,4 мм джек уже для подключения к источнику. При этом по качеству исполнения тут, конечно, все было сделано прямо на отличном уровне. И все эти кабели ощущаются достаточно увесистыми, но без каких-то неприятных моментов в использовании. То есть в плане повседневного комфорта для прослушивания наушников здесь все в полном порядке. И давайте сейчас лучше по порядку пройдемся по всем этим моделям. И первый самый доступный вариант это HD07. Вот в такой вот синей расцветке. В своем составе он использует 8 жил из монокристаллической меди с добавлением графена, и его стоимость составляет около 7000 рублей. Ну а дальше идет уже более необычный и привлекательный вариант. Это HD08, он тоже 8-жильный, но здесь уже более такая сложная структура проводников, поскольку используется сплав меди в сочетании с золотым покрытием OCC и посеребренным OCC, и стоит он уже около 7300 рублей. А вот следующий кабель это HD06, и это уже 6-жильная, более плотная и массивная по ощущению модель, в основе которой используется монокристаллическая медь 7NOCC, и его стоимость сейчас составляет около 8000 рублей. Ну и последний более легкий кабель это HD09, и хоть он пока официально еще не вышел и точной цены у меня, конечно, на него нет, но по составу это уже сочетание медного сплава и позолоченной монокристаллической меди, что тоже довольно необычно, и я полагаю, что он все же будет самый дорогой среди всех кабелей. И вот теперь, друзья, мы подходим к самому интересному, а именно к тому, как все это звучит в реальном прослушивании, и вообще есть ли между ними та самая разница, ради которой все это, собственно, и затевалось. Ну и попробовав кабель HD07, я пришел к тому, что это такой максимально нейтральный и честный вариант, поскольку с ним бас получается аккуратный, не басхедный, но при этом собранный и контролируемый, без какой-то мутности или рыхлости. А вот середина по восприятию прям очень ровная и естественная, за счет чего вокал звучит спокойно, без какого-то там дополнительного акцентирования, но при этом с реально хорошей ясностью и прозрачностью в своей подаче. И будь то это более уже экспрессивный и воздушный женский или более плотный мужской вокал, они воспринимаются прям комфортно и даже в более насыщенных композициях никогда не утомляют. А вот верх получается прям деликатный, комфортный, без малейшей резкости. И за счет этого можно слушать музыку долго и вообще не уставать. При этом он точно не темный, поскольку вся необходимая информация есть, просто подается с этим кабелем очень спокойно. И в итоге я пришел к тому, что это именно тот кабель, который за счет своей ровности и естественности очень приятно раскрывает характер именно самих наушников, ничего, так скажем, дополнительно не навязывая от себя. А вот перейдя уже на HD08, я сразу заметил, что появляется совсем другое ощущение, больше открытости и прозрачности. Бас становится более собранным по атаке, лучше читается текстура и появляется куда больше контроля. И даже, знаете, возрастает панч, а середина выходит заметно ближе, за счет чего вокал воспринимается уже более живым и насыщенным, и появляется куда больше нюансов подачи и больше разных каких-то мелких деталей. И особенно хорошо слышно, как на высоких частотах с этим кабелем появляется куда больше воздуха и протяженности. Тарелки звучат уже куда более выразительно и разборчиво и с более явной прозрачностью. И за счет этого сцена даже ощущается куда шире и появляется больше пространства между инструментами. И все локализуется уже куда заметно точнее. И это прям такой хороший вариант, если вам хочется взять, добавить прозрачности и воздуха. Особенно если
если сами по себе наушники у вас немного темные по подаче. А вот кабель HD06 уже идет в другую сторону, и это уже про максимум плотности и насыщенности, поскольку с ним бас ощущается максимально весомым и физическим, он дает прям хорошую такую опору всему звуку, и появляется куда больше давления и глубины, и даже возрастает панч и общая структура всей звуковой картины. Ну а середина становится намного плотнее, за счет чего вокал звучит уже куда более телесно и прям с более явной, экспрессивной и энергичной подачей. Да и голоса ощущаются живыми именно за счет вот этой характерной добавленной плотности в области нижней середины. При этом верх остается контролируемым и без какой-то лишней добавленной яркости, поскольку он не такой воздушный, как на HD08, но зато более такой собранный и уверенный, без какого-либо намека на резкость. И вся подача за счет этого воспринимается уже куда более цельной, собранной и фундаментальной, прям с реально хорошим ощущением основы в звуке, что будет полезно уже на излишне легких или совершенно не басовитых по подаче наушниках. Ну и протестировав последний кабель HD09, я понял, что он как будто просто берет и объединяет все эти подходы от других кабелей. В нем есть и плотность, и контроль, и при этом очень хорошая открытость на высоких частотах. Бас получается с этим кабелем собранным и насыщенным, середина звучит естественно и более сбалансированно, поэтому вокал ощущается прям четко на своем месте и без каких-то там явных перекосов в подаче. Но высокие дают и воздух, и пространство, но делают это они очень аккуратно, без какой-то там лишней резкости или дополнительной навязчивости. И в итоге он, на мой взгляд, ощущается прям самым универсальным и взрослым. Именно таким кабелем, который реально хорошо зайдет буквально с любыми топовыми наушниками, будь то это планары, как в моем случае, ну либо чисто динамические модели. Ну а на этом у меня на сегодня, друзья, все. Я надеюсь, что это сравнение, как всегда, было для вас полезным и помогло вам лучше понять реальные различия, которые действительно существуют между кабелями Head Cable. И помните, что я всегда лишь просто делюсь с вами своими впечатлениями и конкретно моим опытом прослушивания. Спасибо всем за просмотр, с вами был IC Genius и увидимся уже в следующих обзорах.